Привет, любители вязания! Я продолжаю мастер-класс по свитерку детскому. Я уже связала рукавчик один. По его примеру я вам покажу, как вязать второй. То есть я буду полностью показывать, как набирать петли из подреза, как я делаю убавки. Я расскажу, какие именно убавки, в каком ряду я делала для этого рукавчика. И также будет у нас эластичное закрытие петель манжета без иголки. Я не люблю пользоваться иголкой, поэтому стараюсь все техники подбирать без использования иголочки. Так, я сейчас остановилась на вот таком этапе. Получается, у меня провязан один рукав и большая часть туловища. Сейчас мы с вами начнем второй рукавчик. Я все показываю. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, давайте приступим. Я для начала пересняла все петли, которые были на ниточке, пересняла их на леску спицами. Так, избавляемся от нитки. У меня здесь на рукаве получилось 45 петель. Столько же, сколько на первом. Это хорошо, значит, я прибавки все делала правильно. Сейчас мы с вами будем набирать петли из подреза. На эту тему у меня уже есть видео на канале, но так как я делаю отдельный мастер-класс по этому свитеру, я все показываю подробно. Так, здесь мы, как вы помните, набирали 4 петли. Дополнительно вот они, 1, 2, 3, 4. Из них мы будем поднимать петли вот отсюда. Так, сейчас я гляну. Не за эту широкую дужку, а вот за предыдущую. Видите? Тогда у нас будет практически незаметный переход. Сейчас я покажу на первом рукавчике, как это выглядит. Вот. Вот как выглядит этот подрез. 4 петли центральных мы берем, которые мы дополнительно набирали. И по 2 петли здесь еще дополнительных набираем. В любом месте из любой петельки, так чтобы вы видели, что не получается дырочки. По 2. Здесь 2 и здесь 2. Получается, у нас рукав будет составлять все эти петельки реглана, которые мы переснимали, плюс 2 дополнительных из полотна до подреза, сам подрез 4 петли мы отсюда будем поднимать, и здесь еще 2 дополнительных. То есть всего мы здесь поднимем 4 плюс 2 плюс 2, это будет 8 петель. Получается 45 и 8, 53 петли всего будет у меня рукав. Так, я предлагаю приступить. Итак, наши 4. Откуда мне поднять петельку? Наверное, я буду отсюда 1. Вот 2. Здесь вы смотрите уже по своему усмотрению, подбираете эти петельки. Вот 1 петля подреза, 2, 3, 4. И здесь еще 2 нужно дополнительных поднять. 1, 2. Да, я думаю, мне достаточно. Так, 2, 4 и 2. Да. Я сейчас пересниму половину из этих петелек на левую спицу, чтобы начать вязать из середины подреза. 2, 3, 4. Ой. Вот, это будет наш центр, начало ряда рукава. Так, сейчас я найду маркер. Где у меня он тут? Да, припасен. Вот, отсюда я буду вязать.
Сейчас я принесу ниточки, я забыла новый клубочек, и продолжим с вами вязать рукав. Так, я вернулась с ниточкой. Начинаю провязывать. Здесь нужно провязывать петельки таким образом, возможно обычные, возможно перекрещенные, чтобы не было дырочки. То есть вы сами смотрите, как вам больше нравится. То есть вариант без дырочки. Так, тут я за заднюю стенку, получается, вяжу. Вот видите, практически перехода в подрезе не видно. Так, здесь уже мы смотрим, это дырка большая получается. За заднюю тоже. Так, да, так нормально. Здесь тоже дырочка. Здесь я тоже перекручу ее, эту петельку. Так, меня здесь устраивает. Дальше вяжем по рисунку. Я убавление начну делать в 3-м ряду. Это мы, получается, вяжем 1-й ряд рукава. Здесь в конце тоже мы вяжем так, чтобы не было дырочки. Да? То есть я показала, как я здесь перекручиваю в разные стороны, так, чтобы меня устраивало. И давайте встретимся в конце 2-го ряда, чтобы в 3-м ряду я показала вам, как я делаю убавки. Я подошла к концу 2-го ряда. Первую убавку я буду делать в 3-м ряду, получается, рукавчика. И как мы будем делать убавки? Мы убавляем 1 петлю в самом начале ряда и в конце. Получается, вокруг этого маркера, да, который обозначает начало ряда. Мы сделаем убавку вот сейчас в первых 2 петлях 3-го ряда. И когда подойдем к концу, здесь эти 2 петли провяжем вместе. Значит, эти 2 петли я буду делать с наклоном вправо. Просто провязываю их вместе за переднюю стеночку. Вот так. Сейчас мы подойдем с вами к концу. Я покажу, как 2-ю убавку делать. А в конце ряда мы делаем убавку с наклоном влево. То есть снимаем 1 петлю, провязываем 2-ю и накидываем 1-ю на 2-ю. Вот так это будет выглядеть. Так мы провязали с вами эту убавку. Вот. Это, собственно, и все с убавками. Так, я начала 4-й ряд, я отмечу. Я обязательно отмечаю ряды рукавов, потому что я повторяю в точности левый рукав. И я не хочу, чтобы были какие-то неровности. Вот эти убавки будут выглядеть таким образом. Сейчас я вам покажу. На 1-м рукаве. Вот так. Я считаю, вполне нормально выглядит. Пряжа-то толстенькая. На ней все равно будет заметно, где вы делаете убавки. Вот таким образом. Здесь я убавки на рукаве делала сначала 1-ю через 10 рядов. Я просто присмотрелась, подойдет ли мне такой шаг убавок, но решила делать каждые 7 рядов. Здесь основную часть я делала каждые 7 рядов убавки. И в конце, уже когда меня устраивала ширина, я делала пореже. Я оставлю все номера рядов, где делала убавки, может быть, вам пригодится, оставлю все в описании. То есть, да, номера рядов и сколько сантиметров примерно провязал. Но это, в принципе, не так важно, потому что вы вяжете индивидуально на каждого ребеночка. Дальше. Здесь у меня идет резинка 1 на 1. Я здесь сделала дополнительную убавку. Нет, наоборот. У меня было нечетное количество петель. И я убавила здесь всего лишь 1 петлю, чтобы оставалось четное, чтобы потом нормально перейти на резинку. Чтобы не здесь делать убавки, а просто сделала 1 вместо 2. Так.
Значит, здесь у нас резинка 1 на 1. Я вязала точно так же, как горловину, чтобы резинка снаружи и изнутри была одинаковая. И для меня очень важно эластичное закрытие петель. Это, я думаю, вам покажу в следующем видео. Сегодня я, наверное, не успею довязать рукавчик. Вот когда довяжу до манжетика, я обязательно вам сделаю отдельным видео эластичное закрытие петель. Вот, на этом все. Я вам оставлю всю информацию, которую я могу предоставить на данный момент, в описании. Все ссылки на предыдущие видео по этому мастер-классу. Вот. Я очень рада, что вы вяжете вместе со мной или просто следите за этим процессом. Это для меня реально самый такой расслабляющий процесс, свитерочек. Мне нравится, что он вяжется без швов. Я просто его вяжу от начала до конца, без каких-либо сшиваний. В общем, мне очень нравится этот процесс. Спасибо, что вы со мной были. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в новом видео. Пока-пока.